Добрый день, да, Якутия. Всем привет-привет! Меня зовут Мария Айнитова, я специалист по фэншуй. А я Василика Винокурова, многодетная мама и блогер. И сегодня у нас необычный эфир. Семья Винокуровых любезно пригласила к себе домой, и я сегодня сделаю фэншуй-аудит для них, и вы сегодня узнаете, как же сильно на нас влияет дом. Фэншуй начинается с прихожей, и это один из самых важных комнат по фэншуй, потому что от этого многое зависит. Да? Да, и удача, и счастье, и особенно богатство, процветание. И зависит оно от размера прихожей. И я была очень рада увидеть то, что у вас прихожая действительно очень большая, потому что энергия заходит к нам через входную дверь, и дальше он должен в идеале распространиться по всему дому. И представьте, если прихожка совсем маленькая, узенькая, то, соответственно, такая малюсенькая, можно сказать, энергия зайдет и не дойдет, возможно, до всех комнат. Понятно. Да. А что вы порекомендуете людям с маленькими прихожими, например, да? Ну, в квартирах, в домах? Убрать лишнее. Расхламить, да? Да, расхламиться, максимально освободить пространство и сделать его светлым. И вот второе правило, помимо пространства, это, конечно же, свет, яркий свет. И желательно это должна быть хрустальная люстра, потому что помимо широкого пространства энергия, конечно же, любит свет. Да, в темноте там иньская энергия, застойная, а свет, там, где ярко, конечно же, тянется благоприятная янская энергия. И поэтому, да, очень важно не экономить, опять-таки, на освещении в прихожей. Оно должно быть ярким, светлым, таким зазывающим дальше в дом. По фэншуй очень хорошо, когда все закрыто. Ура! Потому что когда крючки висят, вот эти вешалки, да, то создается ощущение хлама, бардака. У меня в квартире так было. Я это все время мозолила мне глаза. Я сразу первым делом тут заказала вот закрытую гардеробную. И когда вот хлам, бардак, это энергия бедности даже считается по фэншуй. Поэтому хорошо, когда все закрыто, все вот так на своих местах. В этой прихожей есть окно. Оно действительно такое хорошее, большое окно. И это дает дополнительный свет. Это хорошо, да? Да, это хорошо. И я еще хочу сказать, что у вас здесь денежная энергия. То есть натальная карта. То есть у каждого дома есть свои энергии. Вот я делала расчеты, там цифры показывают вот эти самые энергии, и эти энергии не меняются каждый год. И я вижу, что у Василики денежная энергия у входа, и это очень хорошо. И о чем это говорит? О том, что у жильцов этого дома есть способности предпринимательские, мышление денежное. То есть потенциал очень хороший, зарабатывать деньги, открывать бизнес, иметь свое дело. На самом деле мы выбираем дом по своей энергетике, интуитивно притягиваем к себе по своим способностям, по своим данным такую же энергию, такой же дом. И дверь, очень важно, именно какая энергия расположилась на вашу входную дверь, потому что дверь является активатором. Какая там энергия, то и активизируется. А у нас энергии целых 8, даже 9, и они все разные. И самая хорошая звезда энергии попала вот у двери, она активизируется, и это классно. На входную, да? Да. Ура, слава богу. Очень интересно это все слушать, ведь... Я заметила, что здесь очень много искусственных цветов, и я бы хотела от тебя добавить, что, конечно, по фэншуй в идеале иметь дома живые цветы, но у Василики нет времени ухаживать за ними, это нормально, так бывает, и она нашла выход, это искусственные цветы, и это лучше, чем ничего. И кто-то может побояться, что дома нельзя, например, иметь, кто-то так говорит, искусственные цветы, на самом деле это не так, фэншуй поддерживает искусственные цветы, они создают дома хорошую энергию, энергию янскую, и это очень благоприятно, лучше так, чем ничего. Я сейчас нахожусь у парадного входа, и я вижу, что забор находится очень близко к входной двери, что создается узкое пространство между дверью и забором.
то есть на участке, что на самом деле не очень хорошо, потому что от входной двери мы привлекаем благостную, благоприятную энергию, и чем больше пространства перед входом, тем лучше, тем больше энергии мы привлечем в дом. Но при этом есть выход из этой ситуации. Да, я посоветовала Василике повесить картину напротив входной двери, то есть на самом заборе большую картину с изображением природы, простора, чтобы визуально, выходя из дома, мы как бы видели этот простор, этот пейзаж красивый, и это работает как активация на самом деле, и очень сильно влияет и помогает пространству визуально увеличить. В этом доме есть 3 двери. Одна дверь через гараж, вторая запасная на кухне находится, она ведет во двор, и третья – это самая главная, основная парадная дверь. И это очень хорошо, потому что по фeng-шуй каждый год меняются энергии, дополнительно накладываются на наш дом. И может быть такое, что на вашу входную дверь может залететь не очень хорошая звезда, и желательно его тогда не беспокоить, то есть не пользоваться этой дверью. И тогда вас может спасать запасная дверь, пользуясь которой вы можете тем самым защитить себя от невзгод. Справа от входа у нас стоит зеркало, и это хорошо, я бы сказала, потому что многим кажется, что в зеркало нельзя в прихожей, те, кто увлекаются фeng-шуй. На самом деле это не так, конечно же, просто есть одно очень важное правило, я бы сказала даже табу. Напротив входной двери нельзя зеркало, то есть именно напротив, чтобы люди, войдя в дом, вдруг увидели себя, вот это, конечно же, не очень хорошо и даже может напугать. Плюс еще этого зеркала, который стоит именно здесь, в том, что он удваивает денежную энергию. Следующий, 3-й плюс этого зеркала, он визуально убирает санузел, потому что за этой стеной у нас есть ванная, туалет, и это важно, потому что санузел является не очень хорошей зоной. И один из средств защиты — это зеркало, он как бы визуально убирает эту зону у нас и тем самым защищает жильцов. Я бы хотела обратить ваше внимание на это пространство. Здесь нет ничего лишнего. И это на самом деле редкость, и я была рада увидеть, что у Василики такой вот красивый санузел, потому что это важно. Как я до этого говорила, когда очень много лишних вещей, когда все на открытой поверхности, все это видно, создается ощущение расхламленности, а это не очень хорошая энергия. Поэтому важно, чтобы все предметы бытовой химии, например, в санузле, имели свое место, в закрытых ящиках находились или же в красивых корзинках. Вот между прихожей и гостиной я также тут планировала сделать закрытые двустворчатые двери, но в итоге потом передумала, потому что мне как-то захотелось больше света, больше воздуха, больше какого-то открытого пространства. И я тебя поддерживаю. Фeng-шуй хорошо, когда дом дышит, когда открытое пространство, когда энергия может спокойно циркулировать без препятствий внутри дома. И вообще лучше иметь, например, одну просторную комнату, чем 3, например, маленьких комнат. Вот я разделила дом на 8 секторов, и гостиная у тебя попадает на северо-восток, восток и север, и я вижу, что окна у тебя прям правильно расположены. Одно окно на севере, и второе на востоке. Это очень хорошо. Благодаря этому привлекается только хорошее, если так вкратце выразиться. Ну и энергия в гостиной у тебя связана с властью, с лидерскими качествами. То есть благодаря этому вы можете проявить себя как руководители, иметь власть, да, и это очень хорошо. Камин является тоже активатором, потому что он шумит, подвижная энергия огня, и важно, где он находится. У Василики он находится в секторе, где есть энергия власти, авторитета, соответственно, это и привлекается для семьи, возможность подняться по карьерной лестнице, иметь власть, быть руководителем. Диван – это один из самых важных тоже предметов мебели у нас, и в идеале по фeng-шуй он должен быть с высокой спинкой и обязательно с подлокотниками. Просто я часто замечаю, что в современном дизайне начали использовать диваны именно с низкой спинкой и даже без подлокотников. На самом деле, как практика подтверждает, такие диваны хоть и красивые, на самом деле неудобные. Фeng-шуй – это люди воспринимают, многие фeng-шуй, что это такое эзотерика, не сочетающаяся с реальностью. На самом деле это не так.
потому что фэншуй очень хорошо сочетается как раз-таки с комфортом, удобством и с практичностью. Открытые полки в интерьере – это немножко опасная штука, потому что люди обычно очень сильно захламляют это пространство. Да, проходя мимо, могут положить какие-то свои вещи, ключи, например, что, конечно, создается опять-таки расхламление. Энергия создается застойная, и поэтому советуется в таких открытых полках хранить именно предметы интерьера. Это могут быть семейные фотографии, памятные картины, статуэтки, потому что на самом деле, если подумать, то открытые полки предназначены именно для этого, чтобы создавать в доме уют и красоту, а не для того, чтобы хранить там какие-то бытовые вещи и предметы. Ну а сейчас давайте пройдемте в мою кухню и немножко давайте расскажу сразу про двери. Вот я, когда визуализировала свой дом, то в первую очередь я хотела на кухне вот такие красивые двустворчатые двери, чтобы я вот так открывала, как вам, да, хоба, и пригласила себе на кухню. А вообще у нас ремонт, самое первое, что мы начали ремонтировать в доме, это наша кухня. Я всегда мечтала иметь большую кухню, не маленькую, да, чтобы отдельно у меня была зона, где я готовлю, где у меня остров обязательно, и большая вот обеденная зона, где стоит большой стол, стулья, потому что мы любим гостей, родни у нас много друзей, все приходят, и все мы тут типа празднично ужинаем, смыслах. И видно, кстати, по дому, что семья гостеприимная. Это сразу видно. Во-первых, то, что прихожка большая, это 100% семья, которая умеет приглашать, любит приглашать, точнее, имеет много друзей, любит общаться. И то, что большой такой стол, также отражает про щедрость семьи и обилие друзей. Я здесь увидела огромное зеркальное панно, и хотела бы сказать, что по фэншуй на самом деле это не очень хорошо, потому что такое панно в виде мозаики из зеркал сродни разбитому зеркалу. То есть он когда мы отражаемся на этом зеркале, то тело энергетически, можно сказать, режется, что не очень хорошо может влиять на энергию, на состояние. Фэншуй вообще хорош тем, что всегда есть какие-то средства коррекции и защиты. И я была рада увидеть, что здесь как раз висит тот самый инструмент защиты. Да, люстра может быть инструментом защиты, потому что на нем есть ограненные вот эти кристаллы. И это хороший фэншуй, потому что он преломляет свет, эти кристаллы, и создает благостную энергию. И всегда, когда мы видим, например, что есть какой-то источник негативной энергии, то мы используем такие вот кристаллы. Не совсем такие, они бывают, конечно, разной формы, но как вариант тоже очень подходит и как раз защищает от вот такого зеркала. Я себя успокаиваю мыслью о том, что у меня все зеркала, они цельные, нигде там вот этих трещин и так далее у них нету. И я себя успокаиваю тем, что у меня это не разбитые зеркала, а красивые цельные зеркала, просто они стоят рядышком друг с другом и увеличивают энергетику, поток денег в комнате. Еще где-то я читала по фэншуй, что именно иметь зеркало, да, в обеденной зоне — это очень хороший знак, который увеличивает дома изобилие, богатство, но там, конечно, может быть, говорилось о цельных зеркалах пола, да, но, как сказать, никак не хотелось цельное зеркало, все-таки вот поэтому наш выбор пошел именно к такому зеркальному панно. Мне нравится твой подход, Василика, такой позитивный, потому что, когда я говорю какие-то правила, что где-то нарушено, люди начинают слишком внушаться, паниковать, разочаровываться иногда. На самом деле не стоит, потому что и вправду сила в мыслях, мы все, наверное, об этом знаем. И да, плюс зеркала в том, что он реально отражает еду на столе, и это хороший фэншуй. То есть еды становится больше, и тем самым удваивается процветание и изобилие в доме. Поэтому, на самом деле, с другой стороны, зеркало у обеденного стола и вправду это прям хороший фэншуй. Мария, ты знаешь, что я тоже немножко увлекаюсь фэншуем, люблю читать про это, да, и вот как раз, когда проектировала кухню, прочитала то, что желательно иметь зону огня, зону воды отдельно друг от друга. Например, вот это у меня зона огня, а на той зоне у меня уже как идет зона воды и холодильник. Да, холодильник — это тоже вода. Зона воды. Вот я как-то их вот разделила, но мне очень нравится, мне очень комфортно. Я всегда говорю, что фэншуй начинается с комфорта.
ну, с чистоты, с порядка, с комфорта. И Василика подтвердила, что ей реально здесь комфортно, когда разделены эти две энергии, энергия огня и воды. И это очень хорошо, это здорово. И могу сказать, что происходит, какое влияние, если нарушить это, например, плитку поверх посудомойки, то есть соединить воду с огнем, это конфликты могут быть. Потому что сочетание воды и огня — это такие противоборствующие энергии, и может создаваться в семье такая напряженная обстановка. Поэтому, чтобы этого не допустить, желательно вот так разделять. Я удивилась, насколько, Василика, ты, оказывается, вообще фэншуист. Мне кажется, даже интуитивно у тебя это все изнутри идет, да? Честно признаемся, что Василика не готовилась к сегодняшним съемкам. И реально очень хорошо, когда интуитивно все по ходу я делала. Здорово, что здесь нет ничего лишнего. Обычно у людей там даже аптечка, какие-то таблетки, банки, что, конечно же, не очень хорошо, и создается ощущение расхламленности и влияет на энергию. Энергия застаивается, а оно должно протекать свободно, дом должен дышать. Благодаря этому и здоровье, и удача, процветание, все привлекается. Да, так что делаем уборку чаще и лучше. Главное по настроению, да? У меня, например, здесь на кухне есть мой любимый остров. Многие люди думают же, делать им остров, не делать. Олин, может, какие-то советы можешь дать, да? Главное, если вы все-таки решитесь поставить такой островок, то им пользоваться. Вот это самое главное. Второе, постоянно пользуемся. Да, это хорошо. И второе, это чтобы пространство не ущемить пространство. Если вы представите, что у вас будет островок, при этом пространство у вас станет совершенно узким, тесным, то точно нельзя, конечно же. Все зависит от площади помещения. И на самом деле тут классно в том плане, что кухня зонирована на зону для готовки и зону обеденную. Это очень хороший фэншуй. Всем рекомендую использовать и реализовать его на практике, потому что там, где зона, где готовка еды, то все равно грязно, там все равно еда, там остатки еды и все прочее. И считается, что создается не очень хорошая обстановка, и лучше, конечно же, обеденная зона, чтобы была отдельно, чтобы семья дружно вместе трапезничала. Очень хорошо, когда в вашем доме есть предметы со смыслом. То есть, когда мы покупаем, например, ковер, не просто так ковер или там вазу, просто ваза, а с каким-то смыслом. Смысл, который вы вкладываете в этот предмет. Например, у Василики есть стулья вот с таким оберегом, с такими защитными символами. И это очень хорошо, потому что, представьте, каждый день вы будете смотреть на эти символы и, можно сказать, программироваться на лучшее, на хорошее. И это, конечно, благотворно влияет на жизнь. Мы поднимаемся на второй этаж. Я хочу отметить, что перед лестницей есть простор. Это очень хорошо. Нельзя, чтобы перед лестницей находилась, например, глухая стена и создавать маленькое узкое пространство тоже. И давайте пройдем в спальню хозяев. Спальня — это тоже самая важная часть дома. И первое, что я бы хотела отметить, что у тебя кровать прям по фэншуй. Наверное, тоже интуитивно, да? Вообще мы в спальне проводим очень много времени. Нам кажется, что мы не в спальне живем, да? На самом деле мы там спим 8 часов, 6 и больше. И вот кровать со сплошными изголовьями — это хороший фэншуй, который привлекает опору, поддержку со стороны там высокопоставленных лиц даже. И привлекается даже состояние уверенности в себе и всего стабильного в жизни. И хорошо, когда у кровати есть ножки, то есть кровать должна дышать снизу и с боковых сторон, кстати говоря. То есть бывает, что хозяйскую кровать, например, впритык к стене. Для обоих супругов должно быть свое пространство, чтобы они могли лечь на свое место. Это важно на самом деле. Нельзя хранить под кроватью что-либо, потому что кровать должна дышать, как я сказала, там нельзя захламлять. И даже если вы купили, например, кровать с выдвижными ящиками, то тоже не советую там что-либо хранить. На самом деле многие огорчаются, когда об этом узнают, потому что когда там хранятся вещи, то застаивается энергия. Многие, наверное, может быть, кто с этим сталкивался, практиковал, замечали, что там даже пыли много в вот этих поэтому ящиках. У меня кровать на ножках, да? Да. Чтобы там ничего под кроватью не было. Да.
Спальня очень сильно влияет на отношения в семье. Хорошо, когда в спальне есть парные предметы, как здесь 2 тумбочки, да, и пара светильников. На самом деле телевизор и любая другая техника в спальне не приветствуется, потому что спальня — это зона, где важно расслабиться, отдохнуть, подходит более такая успокаивающая, умиротворяющая энергия. А телевизор и прочая техника, конечно же, эту энергию нам не создают, поэтому на самом деле не благоприятно иметь телевизор в спальне. Вот эта комната моего старшего сына. Его зовут Виталий, ему 14 лет. И вот эту комнату мы пытались сделать по его возрасту, да, такой молодежный, немножко там современный, индейский. Прежде чем начать, сказала бы, что я посчитала по дате рождения его благоприятные направления. У каждого человека, у каждого из нас есть свои благоприятные направления для сна. Это на самом деле очень важно учитывать. От этого зависит наше состояние, здоровье и удача. У вашего сына благоприятное направление — это восток, север, юг и юго-восток. Сейчас он изголовьем кровати вот в ту сторону спит, это у нас будет северо-восток. Это не его благоприятное направление, по идее. И я бы посоветовала повернуть кровать в эту сторону, потому что как раз тогда будет он спать в свое благоприятное направление на восток. Это будет влиять и на хорошую учебу там, и так далее, на успеваемость. Очень важно, на самом деле, это учитывать. Плюс еще у нас вот этот шкаф, угол шкафа смотрит на кровать. Это тоже не совсем хорошо может влиять на состояние, поэтому обращайте внимание всегда в спальне, смотрит ли угол мебели на кровати. Это тоже сильно влияет. Наверное, слышали, что нельзя сидеть напротив угла, да? Бояться углов, с одной стороны, конечно, не надо, они везде у нас, но именно желательно, чтобы угол не смотрел на вашу кровать. И хорошо в детской комнате зонировать место для сна, отдыха и место для активностей. Что я вижу здесь, как раз тут зона сна, а с этой стороны у нас компьютер, рабочий стол. Да, там он уроки читает, вот это все, школьные активности все. Да. Младший сын как раз в своем благоприятном направлении, для него северо-восток приносит удачу. И я здесь увидела очень такие красочные, красивые картины на стенах, и как и в спальне старшего сына. И это на самом деле, конечно же, очень хорошо. Дети — это янская энергия, и это поддерживается с помощью вот таких картинок, которые также поднимают дух, поднимают настроение. В спальне есть благоприятная зона для кровати, и это дальняя диагональ от двери, которая ведет комнату. Здесь у нас как раз-таки расположено именно так, по правилам. И плюс я еще бы отметила, что хорошо сидеть ребенку не спиной к двери. Например, Василика, ты могла рабочий стол ребенка здесь, допустим, да, разместить, а тогда ребенок бы сидел спиной к двери, а это нехорошо, это такая опасная позиция по энергиям. Лучше сидя сбоку, да? Да, сбоку, и, в общем, видеть, кто входит в комнату. Это, конечно, важно учитывать. Но если поставить рабочий стол здесь, то, в принципе, так можно, но просто слишком близко от двери, да, от двери тоже ребенок может не усидеться, поэтому лучше не так близко, по идее. Ну, правил, на самом деле, фэн-шуй много, и тут важно учитывать, вот, находить такой золотой баланс, чтобы было хорошо всем. Мы в спальне среднего сына, и я бы хотела добавить насчет детских кроватей. Тут правила немножко меняются. Если я до этого рассказывала про хозяйскую кровать, что обязательно должно быть изголовье, что внизу кровать должна дышать, то касаемо детской кровати, тут уже все проще. То есть тут уже можно и выдвижной шкафчик, можно и без изголовья. Почему? Потому что на самом деле удача детей, их состояние, их успех зависит от состояния родителей, от их удачи. Поэтому очень важно именно акцентировать на кровати родителей, чтобы именно хозяйская кровать была по всем канонам фэн-шуй. А вот детская кровать можно, в принципе, немножко вот так, да, и не то чтобы нарушить правила фэн-шуй, но тут, я бы сказала, правила гибче.
гардеробная комната, я вот о ней всегда мечтала, и вот когда мы переехали в наш дом, вот мечта сбылась, своя личная гардеробная. Долго искала я всякие идеи в Пинтересте, в Ютубе и так далее. Но потом мой выбор становился на вот таких закрытых шкафах. Я выбором своим очень довольна, потому что я, когда даже захожу в эту комнату, уже глазам легко, все светло, я сюда прихожу, отдыхаю даже. Про экономию, кстати, я вот на гардеробе тоже сэкономила уйму денег, потому что на заказ где-то 200 тысяч выходила, а я вот эти все шкафы приобрела за 50 тысяч было со скидками в магазинах и сэкономила хорошие деньги. Поэтому такие лайфхаки вы тоже можете пользоваться. Хорошо, что да, Якутия тоже показывает всякие разные обзоры и люди, может быть, вдохновляются и могут тоже где-то экономно делать у себя ремонт дома, вот и так далее, да, узнавать всю эту информацию. А вот эта ванная комната у меня на 2-м этаже. Ванная полностью у меня отделана керамогранитом 60 на 60, да, вот 120 на 60 полы. Вот натяжные потолки, везде подсветка, даже зеркало большое с подсветкой. Вот этот санузел меня радует каждый день. Если у вас есть какая-то мотивация, да, делать ремонты, вы хотите себя окружить красотой, то делайте, потому что люди домой приходят отдыхать, наполняться энергией. Но если ваш дом как-то, может, забирает у вас, наоборот, энергию, да, вам дома грустно или как-то не те эмоции испытываете, то я вам рекомендую все-таки накопить денег и сделать ремонт мечты, потому что это вот один раз вкладываетесь и потом получаете от всего энергию, да, и идете покорять свои мечты, горы и так далее. Поэтому смотрите, да, Якутия, вдохновляйтесь и делайте свой ремонт мечты, друзья. На этом мы завершили фэншуй разбора дома семьи Винокуровых. Я очень рада, что вы приняли и услышали мои советы, рекомендации. И в это волшебное время, февральское, период, где мы празднуем Восточный Новый год, я бы хотела пожелать всем зрителям «Да, Якутия», чтобы ваш дом стал вашим местом силы и вдохновлял вас и наполнял. А я хочу от своего имени и от своей семьи поблагодарить Марию, также «Да, Якутия». Спасибо большое, что вы к нам приехали, да, сделали нам фэншуй аудит. Мы много полезной информации узнали, обязательно будем применять в жизни. И всем нашим зрителям мы рекомендуем подписываться в «Да, Якутия», смотреть их классные обзоры домов. В общем, друзья, желаем вам классного 2024 года и пусть исполняются все мечты. До новых встреч! Пока-пока! Thank